Как смогу, извините. А там не надо убирать? Там что? Что-то Где там это? есть. Вот это надо брать. Там Я свечку думала, это лучше шоколадка. брать. Я думала, это прозрачная шоколадка. Да, из меня еще тот, конечно, резчик тортиков. Очень тупой нож, извиняюсь. Вот и настал день X. Сегодня у нас открылась выставка, и вчера мы очень оперативненько все вместе, я, кореянка и китаец, то есть те, кто эту выставку организовывает, готовили все здесь, убирались, развешивали, сверлили, проверяли оборудование, свет. И в принципе, за полдня, правда, это было долго, но ничего, справились. Очень, конечно, нам помогала кореянка, она здесь, знаете, как профи просто ходила, она, видимо, этим уже очень много раз занималась, поэтому она все объясняла, показывала. Большое ей спасибо, конечно. Для меня это все впервые, для меня это все в новинку, поэтому я немножечко такая потерянная даже, наверное, была. Но, тем не менее, это очень, конечно, интересный опыт. Это даже никак и не объяснить, это не передать словами, потому что это надо реально прочувствовать. Потому что, я никогда в жизни этого не делала, и здесь, это прям очень интересно, конечно. Приготовила блокнотик, где те, кто приходит, могут, если что, написать, либо просто как отчетность, свое имя, то, что они смотрели выставку, либо, может быть, какие-то пожелания оставить, либо свое мнение высказать. Мне очень нравится то, как это получилось. Как я говорила, приятен факт, то, что это сделала я. Еще мне нравится название нашей выставки, потому что это написано на 3 языках. Объединяющее такое у нас название для того, чтобы подчеркнуть, что в выставке принимали участие студенты из 3 разных стран. И очень приятно на самом деле видеть русскую надпись, находясь в другой стране. Выставка начинается с моего зала, с моей картины. Как вы видите, выставка называется Duality, то есть двойственность, дуальность. И, естественно, этому есть объяснение, я потом об этом в конце видео, скорее всего, расскажу. Вот эта картина нарисована акварелью, а вообще большинство работ у меня написаны маслом. Вот эти две нужно смотреть вот так вот вместе. Тоже маслом написано. А это снова акварель. Хотя, похоже, будто бы это акрил. Но дело в том, что я просто не добавляла много воды в акварель. Вот это тоже акварель. И слишком ярко для аквареля, опять-таки из-за того, что я не добавляла много воды. Я просто так захотела сделать. Эту картину я вообще нарисовала, можно сказать, случайно, потому что у меня на тот момент не было каких-то идей, что-то какого-то вдохновения, так скажем, не было. И я просто начала рисовать вот просто вот как рука пойдет, вот как она начнет двигаться, то и получится. А потом уже в процессе появились какие-то идеи, естественно. И получилось вот это вот. На удивление, некоторым тоже вот эта картина понравилась, хотя вообще изначально, когда я ее делала, мне в какой-то момент она как будто даже нравиться перестала, но вроде как в результате получилось все очень даже неплохо. И если что, вот этот человечек, который сидит, он не грустный. Я не знаю, почему многие думают, что ему грустно, он просто смотрит на прекрасный вид. Зачем ему грустить? Кстати, за основу я взяла реальные виды на прекрасные горы, на прекрасную реку. И это все находится в Норвегии. Здесь я за основу взяла свою предыдущую работу, которую я еще, наверное, не показывала здесь в видео. И, то есть просто что-то из головы. Какой-то лес, какая-то луна из головы. Еще немножко видно, что краска не полностью высохла, потому что работа новая. А это та самая картина, которую мне испачкал один мой товарищ. Вот этих фиолетовых линий здесь не должно быть.
но я их сделала, потому что если бы не линии, то были какие-то пятна. Вот здесь тоже видно свежую краску чуть-чуть, потому что я тоже исправляла ее, чуть-чуть корректировала, иначе бы, были какие-то фиолетовые точки вообще не в тему. И вот сейчас в целом все выглядит намного лучше. Краска уже не была свежая, потому что картина была написана уже год назад, даже больше, и поэтому исправить намного лучше не получилось. Ну ничего страшного, бывает. Это картина «Маленького принца», где он смотрит на закат. Кто читал, тот знает, да ведь? Но лис в книге с ним на планете не находился. Но я решила их нарисовать вместе, потому что мне было грустно, когда лис остался на Земле, а маленький принц вернулся на свою планету. Это он уже стоит на Земле, типа, смотрит там на свою планету и скучает по ней. А это еще до того, как он туда вообще полетел, просто ухаживает за своей розой. Это я нарисовала акрилом. Акриловых работ у меня не так много, но вот это одна из них. Это тоже акрил. И вот эта картина тоже нарисована акрилом. Вот это типа тоже наша Земля, а они стоят где-то там на другой планете. Эту я картину нарисовала тоже, наверное, больше года назад. Тоже вот видите, здесь солнце, луна, как и здесь повторяется тематика такая. Я говорила, тема двойственности началась у меня с этой картины, и поэтому очень символично то, что на этой выставке эта картина тоже присутствует. Хотя изначально я не думала о том, чтобы ее сюда размещать. Я не планировала сначала эту картину размещать из-за размера, хотя я знаю прекрасно то, что на выставке могут быть представлены картины любого размера. Главное, чтобы это более-менее гармонично смотрелось, соответствовало тематике, ну и, естественно, имело какое-то значение для вас. И поэтому, учитывая, что нам надо было заполнить 6 стен картинами, я даже взяла те картины, которые, в принципе, думала, что не буду использовать на этой выставке, но пришлось. Слишком мало картин, это больше для выставки. Интересно смотреть на свои картины, которые были написаны год назад, когда я только начала писать маслом, и картины, которые я рисую сейчас. Картины, которые у меня сейчас есть, они все равно более усложненные, и, как мне кажется, техника нанесения краски на холст, она стала интереснее. Давайте я вам покажу свои любимые картины. Зима, которая сменяется на весну. Тоже как раз-таки по теме данной выставки. Часто я делила картины на две части, темную и светлую. И на примере этих картин я решила попробовать в принципе отдельные картины сделать, но чтобы они составляли единый пазл, чтобы они были одним целым. Мне очень нравится вот эта картина. Вот прям я даже удивлена, насколько она получилась, в том плане, что у меня не было каких-то высоких ожиданий, я вот просто рисовала, как чувствовала, как, в принципе, я всегда делаю, но результат мне прям очень понравился. Особенно мне нравится небо. Отсвечивает, конечно, но вы поняли. Покажу картины своих товарищей. Ой, ну вот, это я вовремя сюда зашла, сейчас исправлю. Пока покажу, соответственно, то, что здесь есть. Надеюсь, я не слишком быстро показываю. Вот если выбирать то, что мне нравится у этого китайца больше всего, я бы, наверное, выбрала вот эту картину. Также мне нравится вот эта картина. И мне нравятся еще вот эти вот руки. И теперь картина кореянки. У нее тоже очень интересные работы. Сейчас вам покажу, что мне нравится больше всего у нее. Я думаю, что я бы остановилась вот на этом. Очень прикольно. Согласны?
Вот это тоже прикольно получилось. И вот видите, у нее тоже есть маленькие картины, то есть надо прям близко подходить, смотреть. А почему-то, когда я свои картины развешивала, я так переживала, думала: о господи, у меня недостаточно картин, как это все будет выглядеть. Но вроде все выглядит нормально. Напишите, что вы думаете. Мне кажется, что мой зал выглядит достаточно весело. Весело не в том плане, что это смешно, а в том плане, что у меня картины все такие разноцветные, яркие, разные. Мы пришли на выставку Вероники. Вот она! Мам, главная героиня. О, привет! Это влог Вероники. А, да? Да. Здорово, вон еще одна блогерша, блин. Держи. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Давайте тогда и те цветы тоже возьму. Сфоткайте меня. Надо будет, наверное, поставить куда-нибудь в этот, да? Ой, да, Давай. без фотки. А? Ой, да, снимите, я забыла. И потом вот это домой. Как долго ты это все делала? Вот эту? Не знаю, мне кажется, недели полторы. Недели полторы? Я говорю, я никогда в жизни так быстро не рисовала. Ну, тебе вы сами выбираете или определенная тема есть? Нет, просто сам, какого хочешь. Классно. Это же... Простите, А, да. If you want, you can read and understand everything. Ну, короче, это типа объединение света и тьмы, то, что нет ничего идеального, то, что наш мир состоит из многих граней. Типа, если бы не было света, мы не узнали бы, что такое тьма, если бы не было тьмы, мы не узнали, что такое свет. Вот. Но это и про личность относится тоже, то, что это как, знаете, есть же такая типа поговорка, или как это называется, какого волка кормишь, вот что-то из этого рода. То есть у нас есть какая-то хорошая сторона внутри нас, есть какая-то плохая сторона внутри нас, и надо это все принимать, и тогда будет баланс и гармония. Вообще в студии буду после выставки. Ну, так как это не бере, то желание загадывать не надо, то просто за то, что вы ко мне пришли. Сказать, что я устала, ничего не сказать. Вот лежу. Скоро буду спать, а времени еще даже 9 нет. Я обычно в такое время не ложусь, но день был достаточно насыщенным. И по сути, вот не зря говорят, то, что стресс это не только что-то плохое, это еще что-то хорошее. И сегодня был очень такой эмоциональный день. Поэтому буду отдыхать. Хотела записать видео и сказать об этом, чтобы остались, так скажем, на пленке, чистые, свежие воспоминания. Вот. А завтра меня ожидает речь, которую мы будем говорить перед профессорами. Будем отвечать на их вопросы. И, в общем, надеюсь, что все пройдет хорошо. Не могу сказать, что волнуюсь, но больше всего переживаю за свой корейский, если честно. Ну, ладно, разберемся, короче. Итак, сегодня 7 марта. У меня сегодня была речь перед профессорами, презентация наших работ, нашей выставки, и хотела немножечко рассказать, как все прошло. В целом, все было хорошо. Как я говорила до этого, единственное, о чем я переживала, это за свой корейский. Потому что у меня не тот уровень, чтобы свободно выражать свои мысли, свои идеи, в плане творчества особенно. И вообще, если говорить именно про само выступление, про ответы на вопросы, я всего этого не боюсь. Мне это, наоборот, нравится. Мне в удовольствие выступать перед аудиторией, меня она не пугает, меня она не смущает. Я могу найти с ней контакт, и мне всегда это нравилось делать, что в школе, что в университете в России, ну и, соответственно, сейчас.
Просто здесь обстоятельства другие. Мне приходится говорить на другом языке. Итак, давайте начнем по порядку. Как вообще проходит весь этот процесс? Это было вечером, началось все 5:30. До этого времени у нас также с 10 до 5 вечера открыта выставка, то есть любой человек может прийти, посмотреть. И в 5:30 уже, соответственно, приходили профессора. До этого мы приготовили еще такой небольшой стол с закусками. Я, кстати, даже не знала, что это нужно делать. Но, как я вам говорила уже, кореянка, она была в теме всего этого. Она уже, видимо, не первый раз выставки организовывает. Ну, либо просто на таких мероприятиях много раз была. Она купила фрукты. Купила там всякие печенья, какие-то вкусняшки. Я купила соки. Ну, мы потом, естественно, скинулись, поделили деньги, если кого-то вдруг этот момент интересует. И на самом деле я даже понимаю, почему мы это сделали. Это было даже хорошо для профессоров. Потому что, ну, вот, например, мой Чидокё Суним, это профессор, как по-русски-то сказать? Сейчас слово вспомню, забыла. Научный руководитель, вот. Он, естественно, тоже тут присутствовал, потому что он один из самых главных профессоров на кафедре, ну и, соответственно, я его студентка, и, ну, он же должен смотреть мои работы, как-то присутствовать, дать свою оценку. И он, например, был в университете с 9 утра, а то и раньше, потому что в 9 утра уже пара у нас была сегодня. И поэтому они немножечко перекусили, ну, мы, естественно, все вместе. Там еще один, типа, тост такой сделал. То, что... Блин, как же он сказал? Это было очень смешно. У нас выставка называется «Трехцветный язык». То есть смысл в чем? Я из России, потом студент из Китая и, соответственно, девочка из Кореи. И то, что мы все вместе объединились и организовали такое вот мероприятие. И вот что-то вот связанное с этим он сказал. То, что типа выпьем, ну, знаете, а-ля за дружбу народов. Вот что-то из этой серии. Ну, такой веселый мужчина. Потом кто-то из них сказал небольшое такое вступление, ну, то есть, знаете, как открытие было такое официальное. И потом мы уже зашли внутрь. Сначала речь говорила я, потому что, как я показывала видео, выставка начинается с моего зала. Мы поставили там стулья. Они до этого уже все картины, естественно, посмотрели, то есть они знали, о чем будет речь, они все подробно уже изучили, прочитали наши брошюры, наши описания. И вот настал момент истины. Я им в самом начале еще сказала, типа, я буду смешивать корейский и английский. И мне на самом деле это было, знаете, даже легче с точки зрения того, что на корейском, когда я говорила, я 98% того, что воспроизводила на корейском, я читала на листочке, то есть у меня текст был перед собой. И чтобы выступление само не выглядело как-то, даже не то, что непрофессионально, но, знаете, это не очень, наверное, интересно смотреть, как кто-то читает с листочка, так ведь? Я говорила на английском временами для того, чтобы смотреть на аудиторию. И поэтому я что-то сказала, точнее, что-то прочитала, что-то сказала, что-то от себя еще добавила дополнительно, потом опять прочитала, опять что-то сказала. В целом все прошло хорошо, я переживала за произношение, но я потом еще к девочке одной подошла, нет, даже к двоим. Я им такая говорю, типа... Чай ханкуго 발음이 괜찮아요? Я такая, нормально. Типа, pretty good, все было нормально, все было хорошо. Просто одна корейский только знает. Блин, логично, Вероника, потому что она из Кореи, блин. Хотела просто объяснить то, что одна девочка, она на английском умеет разговаривать, поэтому мы с ней, соответственно, на английском говорим. А другая девочка, она английский не знает, поэтому с ней, естественно, только на корейском общаемся. Ну, как общаемся, господи, так сказала, общаемся, как будто мы прям ходим куда-то. Ну, нет уж так, обмениваемся фразочками, словами всякими, когда видимся, потому что видимся мы, естественно, не часто. В общем, они сказали, что все было хорошо. Вот если лично от себя добавить, то мне кажется, что я буквально в 2 местах чуть-чуть произношение у меня получилось не очень. Вот 2 слова там у меня было таких. Но это не из того, что я не знала, как они произносятся, а из того, что я
когда говорю, ну, долгое время, все равно в какой-то момент, знаете, как будто хочется дополнительного воздуха вдохнуть. И как раз-таки в эту секунду, когда я хотела вдохнуть, предложение еще не заканчивалось. И поэтому получилось так, что я чуть-чуть как будто бы это слово неправильно произнесла. Так, дальше что хотела сказать. Потом мне задавали вопросы. Вопросы, естественно, были больше о том, что я говорила, ну, точнее, не о том, что я говорила, а больше уточнения были. Вот эта картина, кстати, многим понравилась, хотя я из-за того, что, наверное, ее дорисовывала быстро, боялась не успеть, она что-то мне как будто, знаете, в какой-то момент надоела. Но вроде сейчас я смотрю на нее, и выглядит все достаточно гармонично. Так, заметно, что она еще не полностью высохла, когда вот на фотке, например, хочешь показать или на видео. Но когда смотришь в реальности, в целом все выглядит достаточно хорошо. Хотела сказать то, что спустя несколько гвоздиков у меня стало получаться делать это намного быстрее. Пока Кореянка пошла сверлить у себя и убирать гвоздики на своих стенах, я пойду дырки заделывать. И потом надо будет все покрасить это. Все необходимое у нас уже есть. Сейчас этим займемся. Смотрите, приходит весна, скоро будут листочки. Christmas and exhibition. Нет, здесь не написано, это я сказала. Давайте встаньте все, я сфоткаю сначала. Так, сначала видео для влога Вероники. Да. Вы что, первый раз на ютубе, да?